шамана выросли вдвое, а Лепса и Киркорова на четверть. Певцы Путина сколотили состояние за время войны. Артисты, которые пляшут под дудку Кремля, начали зарабатывать в разы больше после вторжения в Украину. В целом, гонорар российских звезд из топ-25 вырос на 20 или 30%. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Новая военная помощь от Германии. В Киев приехал Борис Писториус. Я имею честь и удовольствие объявить о новом пакете мер в рамках моего визита сюда. В России зреет бабий бунт. Администрация Путина поручила губернаторам под любыми предлогами избегать протестов жен мобилизованных. Проблема понятна, потому что ситуация патовая. Тысячи украинских фур застряли на польской границе. Словацкие дальнобойщики следом за польскими тоже перекрыли пункт пропуска. Нас бросили на произвол. Мы заложники. Заложники правительственной ситуации. Что вам еще дальше сказать? Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Главное, об этом не забыть. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны. И это очень помогает продвижению наших видео. Ну а мы врываемся в новости. Едва успел уехать министр обороны США, как в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус с необъявленным визитом. Он заверил украинские власти, что поддержка Украины в борьбе с российской агрессией со стороны Берлина не ослабнет на фоне войны на Ближнем Востоке. Германия является второй по объему поставок военной помощи Украине страной после США. Я имею честь и удовольствие объявить о новом пакете мер в рамках моего визита сюда. И в этот пакет включены, конечно, еще 4 системы ЗРК «Айриш-Т». Включены артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, а также мины противотанковой обороны. Все вместе это пакет стоимостью в 1,3 миллиарда евро. И я совершенно уверен, этот пятый с прошлой зимы пакет поможет вам в борьбе с российской агрессией. Контрнаступление Украины не дало ожидаемого результата, а зима для страны будет непростой. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на совещании высшего командного состава чешской армии в Праге. По его оценке, РФ смогла поставлять своим войскам больше оружия и боеприпасов, чем Запад Украине. Контрнаступление Украины не идет так, как ожидали сами украинцы. Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению. Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются. Украинские солдаты чувствуют себя не только уставшими, но и все больше разочаровываются в поддержке Запада и чувствуют, что мы бросаем их. Конечно, это не лучшая отправная точка для того, чтобы пережить суровую зиму. Шойгу утверждает, что ВСУ несут большие потери в Херсонской области и совсем никак там не закрепились. Мы, конечно же, охотно ему верим. Картонный маршал снова завел старую песню о том, что у него потерь нет, но и все по плану. Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед. Тем временем издание «Верстка» сообщило, в российские суды массово поступают иски о признании военнослужащих погибшими. Это может быть связано с потерями при отступлении. В частности, с июня 2022 года в российские суды поступило как минимум 176 исков о признании погибшими военнослужащих, тела которых остались на полях боев в Украине. Как отмечает издание, из судебных решений следует, что российская армия бросала тела военных во время отступления. Некоторые из них оказывались настолько повреждены, что останки было невозможно собирать. Первые иски после вторжения России в Украину появились в июне 2022 года. При этом наибольшее количество дел о признании погибшими военнослужащих пришлось на вторую половину 2023 года. Так, с июня по ноябрь этого года в суды поступили 118 таких исков. Это может быть связано с тем, что зимой 2023 года российская армия понесла очень большие потери, а весной Госдума упростила процедуру признания погибшими россиян, воюющих в Украине. Теперь военного могут признать погибшим спустя полгода после того, как он пропал без вести.
В России зреет серьезный бунт. Администрация Путина поручила губернаторам любой ценой помешать выступлениям жен мобилизованных. На фоне предстоящих президентских выборов в России минимизация протестных настроений среди них становится одной из главных задач региональных властей, пишет The Insider. За последнее время под разными предлогами власти не согласовали почти ни одного протеста родственников мобилизованных. Власть этого боится, для чего и инструктирует вице-губернаторов по внутренней политике. И проблема понятна, потому что ситуация патовая и по существу, и по форме. Да, решить проблему, то есть демобилизовать всех мобилизованных, власть не может. Это означало бы вторую мобилизацию. А по форме власть не может и не готова, и много лет она не говорила с людьми, да, то есть просто использовать, как обычно, грубую полицейскую силу против женщин она боится по понятным причинам, а вот нормального диалога и, я не знаю, готовности и способности к тому, чтобы проблему разрешать, у нее нет, тем более, что от региональных властей в данном случае ничего не зависит, да, они могут встречаться, они могут говорить, они могут помогать, как это их просит Кремль, но они не могут никак влиять на решение ситуации. А что может, это сначала прямая линия, когда сюжет возникнет, а потом и президентские выборы. Финляндия начинает строить забор на границе с Россией. Военные начали строительство временных заграждений на пункте пропуска Сала в провинции Лапландия. Тут пока еще действует пункт пропуска, один из двух оставшихся работать. Он действует всего 6 часов в сутки с 8 до 14 дня. Под закрытие пункта туда прибыли 35 беженцев из Ирака, Сирии и Сомали на велосипедах в -20. Ситуация изменилась незадолго до закрытия пограничного пункта. Первая группа потенциальных просителей убежища прибыла на эту границу. Пограничная служба принимает их на обработку и регистрирует. Местные СМИ пишут, в ноябре в Финляндию прибыло более 500 просителей убежища через границу с Россией. Для сравнения, за весь октябрь на пункты пересечения границы приехали 32 просителя убежища, а в сентябре их было всего 13. Финские власти считают, что очередной миграционный кризис намеренно провоцируют российские власти и собираются закрыть оставшиеся пункты пропуска. 5 уже прекратили работу. Аналитики Института изучения войны тоже подтверждают намерения РФ. Очевидная тактика гибридной войны России на российско-финской границе аналогична тому, как Россия и Беларусь создали миграционный кризис на польской границе в 2021 году и направлена на дестабилизацию НАТО. Кремль способствовал или напрямую контролировал искусственное создание Беларусью миграционного кризиса на границе с Польшей в 2021 году, когда белорусские сотрудники службы безопасности помогли тысячам ближневосточных мигрантов пересечь белорусскую границу с Польшей. Кремль воспользовался сфабрикованным кризисом 2021 года, чтобы ложно обвинить НАТО в агрессии против Беларуси. Очередь фур на границе со стороны Польши составляет свыше 53 километров. Заблокированными остаются более 3000 фур. Таким образом, в Украину не попадает гуманитарная помощь, в том числе и стоит импорт топлива и автомобильного газа. Грузовики стоят больше недели. Движение заблокировали польские дальнобойщики. Они обвиняют правительство в неспособности защитить их бизнес от конкуренции и требуют равных прав с украинскими коллегами. Мы завидуем украинцам, таким министрам, как есть у них. Он говорит за них, старается защищать, ездит и защищает. О нас, польских перевозчиках, никто не заботится. Именно поэтому мы организовали эту акцию протеста. Мы добиваемся восстановления баланса в сфере международных грузоперевозок. Нас бросили на произвол. Мы заложники. Заложники правительственной ситуации. Что вам еще дальше сказать? Если правительство не решает, кто должен решать? Кто должен решать? И у нас никто тут не решает. Вышли поляки, сказали, куда? Приехали с дубинками, назад. Вы посмотрите, какая до Кракова стоит очередь. До Кракова все стоянки забиты.
Блокада началась уже и на словацкой границе. В пробке стоят около 300 фур. Словацкие перевозчики не пропускают грузовики через пункт пропуска Вышняя Немецкая, смежный с украинским пунктом пропуска Ужгород. Переговоры о освобождении заложников вступили в финальную стадию. Об этом сообщает официальный представитель Министерства иностранных дел Катара, страны-посредницы между Израилем и Хамас. Также эту информацию подтвердил и премьер Израиля. Беньямин Нетаньяху заявил, что скоро будут хорошие новости. В настоящее время мы сосредоточены на очень сильной и активной обороне на севере, чтобы добиться сокрушительной победы на юге. Первая цель — ликвидация Хамаса — не остановится, пока не будет выполнена. Вторая цель — возвращение заложников. Мы добиваемся прогресса. Я не думаю, что стоит говорить слишком много, даже в данный момент, но я надеюсь, что скоро будут хорошие новости. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!